Привет! Ты снова на канале IT User Help. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о приложениях на смартфон с операционной системой Android, которые будут полезны тебе в том случае, если ты изучаешь программирование, либо уже работаешь программистом и пишешь код, либо в том случае, если ты учишься даже на программиста, либо просто если ты хочешь ознакомиться с программированием, узнать, какие есть языки, что это вообще такое, получить какие-то базовые знания. Возможно, даже ты захочешь получить базовые знания о нескольких языках программирования, тогда это видео для тебя. Я расскажу о приложениях на смартфон Android, с помощью которых ты сможешь это легко сделать. И первое приложение, которое мы рассмотрим, это приложение Anki. Оно есть в Google Play Market. Вводишь в поиске Anki, как сейчас видишь на экране. И нажимаешь установить и открываешь это приложение. Что нам пишет производитель в описании к этому приложению? Разработчик говорит о том, что это самый простой способ научиться программировать, изучать данные или продолжить совершенствоваться как разработчик. Также производитель заявляет, что это приложение было приложением года в изучениях и программированию. Итак, вот у нас запустилось. Мы нажимаем Get Started. И здесь потребуются небольшие знания английского. Можешь перевести это через Google переводчик. Но в целом здесь приложение вначале в самом просит описать твой опыт, чтобы понять, какая цель у тебя в программировании, что ты хочешь. Начинающий, ты только изучаешь, либо ты хочешь, либо ты уже работаешь, хочешь повысить уровень. Поэтому здесь нужно тебе выбрать, что более подходит для тебя. Ты профессиональный программист, либо ты работаешь, но не программист, студент может быть, а может ты менеджер, то есть, возможно, в IT-сфере работаешь, но непосредственно не занимаешься кодом, то есть не пишешь код, а может быть менеджер проекта, либо еще какие-то смежные области, что в принципе тоже знать будет полезно, даже если ты не пишешь код непосредственно, а работаешь в этой сфере, ознакомиться очень важно и интересно будет. Здесь спрашивают о твоей цели в изучении кода, чему ты хочешь научиться, то есть просто выучить код, возможно выучить код, научиться программировать и найти работу, выучить, получить знания в сфере дата, инструменты, возможно, ты хочешь освоить в программировании, ну и прочие варианты. Выбираешь, что больше подходит тебе, не смотри на то, что я сейчас выбирал, а выбирай именно то, что подходит тебе. Если что-то непонятно, то бери, переводи, тем самым дополнительно улучшишь английский и выбирай, что тебе нужно. После этого можно будет выбрать язык программирования, либо ту технологию, которую хочешь ознакомиться, либо изучить лучше. И приступаешь. Здесь, как видишь, довольно много технологий, поэтому, я думаю, будет интересно. Но наша цель не изучить все приложения по программированию в этом видео и какие есть функции, а в целом я хочу рассказать, какие есть приложения и что основные функции
которые у них есть. Поэтому давай перейдем дальше. И следующее приложение у нас Programming Hub. Запускаем его. Также нам говорят, что это лучшее приложение 2017 года, скорее всего, в сфере изучения программирования, а не в целом самое лучшее. Называется Programming Hub, то есть тебе нужно будет, если ты захочешь такое приложение себе установить, тебе нужно будет в поиске в Google Play вбить Programming Hub. И по иконке, я думаю, ты найдешь, будет синяя иконка, найдешь это приложение, установишь, скачаешь. И здесь также небольшое интро, то есть нам разработчик приложения рассказывает, чем это приложение отличается от других приложений по программированию. И так далее. Next, get started. А на сайте этого приложения у нас есть описание, в котором говорится, что это приложение позволит изучать HTML, Python, JavaScript, C, C++, C-Sharp, Java и даже другие языки программирования. Нам обещают, что вы научитесь бесплатно программировать с использованием HTML, JavaScript, C, C++, C, C-Sharp, Swift, Python, R, Java, искусственного интеллекта, CSS и так далее с помощью этого приложения. А также нам рассказывается о том, что это приложение создано для изучения кода с использованием в сотрудничестве с экспертами Google и предполагает идеальный путь для изучения программирования. И есть у этого приложения некоторые особенности, я сейчас не буду регистрироваться. Если вам понравится, вы уже зарегистрируйтесь. Некоторые функции этого приложения — это возможность выбора редактора из Google Play любого. Поддерживается ускоритель. Большая коллекция программ, 5000, более 5000 программ, примеры кода. Более 20 курсов. И заявляется самый быстрый компилятор, встроенный в это приложение. Ну и перечисляется список, как я уже говорил. Довольно обширный список языков программирования. Я думаю, вы найдете именно тот, который вы хотите ознакомиться, с которым хотите ознакомиться, либо который хотите выучить. Ну, еще раз можно сказать, какие это: Java, C, C++, HTML, JavaScript, R-программинг, то есть довольно большое количество. В общем, если вас приложение это заинтересовало и вы увлекаетесь программированием, либо начинаете изучать, либо уже знаете и хотите расширить свои знания, то, пожалуйста, скачивайте, устанавливайте. Приложение называется Programming Hub. И следующее приложение, с которым я хочу познакомить, которое будет полезно, если вы интересуетесь программированием, называется Compiler. Online Compiler. Запускаем его. То же самое, если вы захотите установить это приложение, в Google Play вводите Online Compiler. Я думаю, в описании я все эти названия всех этих программ и приложений закреплю, поэтому вы сможете по названию найти их в Google Play, скопировать название, вставить и спокойно найти. Ну, ориентируйтесь на вот такую иконку будет, чтобы скачать это приложение. Для чего это приложение онлайн-компайлер? С помощью него вы сможете составлять и запускать свои программы на языках C, Java, и заявляется еще 21 язык прямо на мобильном телефоне. Ну, то есть это что-то вроде IDE, как на компьютере, только среда разработки на смартфоне. И вкратце расскажу, какие языки поддерживает это приложение: Bash, C, C++,
C Sharp, Go Language, Java 7, Java 8, технология MySQL, Objective-C, Perl, PHP, Node.js, Python 2.7, Python 3.0, R Language, Ruby, Scala, Swift, Pascal и другие. Так выглядит интерфейс этого приложения. Сразу просит разрешение на сохранение и доступ к файлам. Выбираем язык, к примеру, Java возьмем. Так выглядит среда разработки. Попробуем скомпилировать небольшой код, да, и видим результат компиляции. Здесь код, здесь вывод. Это с командой system.out.println. Номера строк есть, импортированные пакеты, комментарии, то есть стандартные абсолютно среда разработки прямо на смартфоне. Можем выбрать и другие языки, как видели чуть ранее, список довольно большой. И я думаю, давайте перейдем к следующей программе, которая будет полезна, если вы изучаете программирование. Называется IdeaBug 2. Это приложение на смартфон с операционной системой Android, содержит некоторые идеи для программирования, для изучения, более 175 идей для разработки, для вашего улучшения скилла. Все идеи разбиты по категориям: числа, текст, веб, файлы и так далее. То есть это некоторая задача, которую можно решить, и параллельно, пока вы будете решать эту задачу, вы поднимете свой скилл. И здесь также небольшое описание этой идеи, и вам предлагается, к примеру, в разделе числа я выбрал первую задачу: дистанция между двумя городами. И нам предлагается создать такое приложение, код, который будет рассчитывать дистанцию между двумя городами и позволять пользователю уточнять, в чем мерить эту дистанцию. Мили, километры, возможно, какие-то другие придумаете единицы измерения расстояния. Также вам предлагается добавить поддержку расчета координат городов. Ну, в общем, небольшое описание читаем. Ну и можно некоторые заметки по этой программе составлять. Ну, здесь в основном это приложение для идей. Если у вас закончились идеи, что
можно написать, создать для того, чтобы улучшить ваш скилл программирования, то, пожалуйста, это приложение идеально для вас подойдет. Все идеи разбиты по категориям. И следующая программа, которую хотелось бы рассказать, называется DevRunt. Еще пару слов об этой программе, как предыдущей IdeaBack 2. Вы можете ввести IdeaBack 2 в Google Play, а можете просто Programmers IDEA 2, и вы найдете это приложение, ориентируясь опять-таки на эту иконку. И опять-таки в описании я укажу название всех приложений, чтобы вы легко смогли потом их найти. Итак, переходим к следующему приложению. Это приложение DevRunt. Вот так оно выглядит. Это, так сказать, социальная сеть для программистов, в которой можно общаться, решить какие-то вопросы, может быть, что-то узнать новое, а также почитать интересные анекдоты и приколы на IT-тему. Тут нам предлагается создать аккаунт, и либо можно пропустить, можно без создания аккаунта зайти и посмотреть, почитать какие-то интересные статьи, анекдоты, либо интересное решение каких-то проблем. Можете также зарегистрироваться, если вам приложение понравится, чтобы вы могли отмечать какие-то, сохранять что-то интересное. Как видите, приложение на английском, поэтому я думаю, даже если у вас уровень английского не сильно высок, будет полезно почитать, пусть даже медленно, либо с переводчиком, но также это будет по интересующей вас теме и позволит улучшить английский язык. Здесь вот последние посты. В общем, немного отдохнуть от кода, приложения и при этом заниматься чем-то полезным для программирования. Это приложение DevRunt как раз будет интересно для вас. И следующее приложение, которое я хочу рассказать, называется CodeBoard. Это по сути клавиатура, которая будет удобна для программистов. Если вы используете компилятор либо среду разработки на Android, то вы замечали, что стандартная клавиатура несколько неудобна для кодинга, так как чтобы ввести символы, которые часто используются в программировании, такие как скобочки, двоеточие, точка с запятой, приходится нажимать дополнительные кнопки для перехода к этим символам, а в этой клавиатуре уже все готово. Ну, здесь вас попросит система Android разрешить использовать эту клавиатуру, поэтому соглашаетесь, небольшие настройки проводите, и у вас будет клавиатура, которая удобна для написания кода на вашем смартфоне Android. На этом, пожалуй, все, кроме еще одного приложения, которое следовало бы сказать в самом начале, так как оно довольно популярное, известное и имеет очень хорошие отзывы в Google Play и на сайте самого разработчика. Это, конечно же, SoloLearn. Это не реклама совершенно точно, так как и в такое приложение, в принципе, в рекламе не нуждается. В общем, довольно популярная, хорошие, много скачек, много отзывов, хороший рейтинг 4.7, разные языки программирования. В свое время я основы Java изучал по этому приложению. В принципе, довольно полезно, интересно. Это как бы
есть сайт SoloLearn, а это дополнение. В принципе, это приложение может и заменить полностью сайт. То есть вы можете заниматься на сайте, а во время, когда у вас нет доступа к ПК либо ноутбуку, к примеру, в метро, можете продолжать обучение прямо в смартфоне. В принципе, даже в смартфоне это делать довольно удобно. Обучение построено по принципу: сначала дается небольшая лекция на выбранный вами язык, потом практическое задание, может быть несколько практических заданий. Под этими практическими заданиями есть комментарии, в которых люди описывают, как они решали проблему, поэтому если даже у вас что-то не получится решить практическое задание, вы сможете зайти в комментарии и посмотреть, как люди решали эту же задачу, с которой вы боретесь. На этом, пожалуй, все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Еще хотел бы попросить вас написать в комментарии какой-нибудь ресурс, то есть это может быть сайт, либо также приложение, которое я не указал, но которое вы считаете заслуживает быть в списке. Так как, понятное дело, эти несколько приложений, которые я сегодня рассказал, не охватывают весь список, и есть что-то еще полезное, поэтому прошу, напишите в комментарии, какие ресурсы и приложения вы знаете. На этом все. Пока.